Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы будем с вами разговаривать касательно 13-го обновления, которое выходит уже, получается, через 6 дней. То есть во вторник, 9 числа, будет то самое 13-е обновление, которое мы долго ждали. Но это не все, что сказали фронтиры. Потому что есть некоторые интересные моментики касательно так называемого объединения, которое может очень сильно пошатнуть некоторые моменты в плане фарма некоторых вещей. А обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, СМИ контент. Поехали. В эти, так сказать, нелегкие времена вы, так сказать, рекомендовали мне, чтобы я сделал себе бусти. Ссылочка на мой бусти в описании под видео. Там платная подписочка 100 рублей в месяц. Если хотите, можете меня поддержать таким образом, либо ссылочка на донат тоже в описании под видео. Все. А теперь к теме видоса. Зачитывать буду все это дело с телефонки, так удобнее. Ссылочка на новость данную будет в описании под видео. Фронтиры начали все это дело публиковать, кстати, не только на форуме, но еще на своем официальном сайте, что довольно прикольно. В общем, приветствую вас, командиры. Мы рады подтвердить, что обновление 13 выйдет во вторник, 9 августа, и мы увидим долгожданное завершение саги об Азимуте. Ну или, так сказать, вторая торговецкая война, по идее, должна к завершению подойти, потому что запустит супероружие Protoss Wave, но об этом мы потом поговорим. Это также ознаменует начало следующей важной главы в повествовании или Dangerous. Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам в HIP 22460, где мы будем наблюдать за развитием событий. Мы хотели бы воспользоваться этим моментом, чтобы обсудить, как будет выглядеть взаимодействие с историей после заключения этого. Ну, в общем, вы знаете, что это за система. Мы там развлекаемся целый месяц, бьем торгоидов и возили еще таблички стражей, артефакт стражей на протяжении целого, месяца. Далее, друзья. Горизонт и Одиссея в настоящее время существуют как отдельные версии игры. 3.8 у Горизонтов, 4.0 у Одиссеи. Последний содержит базовый код, который поддерживает контент Одиссеи и множество улучшений, добавленных с момента запуска. В то время как первый этого не делает, ну типа Горизонты. В нашем мартовском анонсе обновления для консоли мы упомянули о согласовании разработки игр путем выпуска будущего контента на кодовой базе после Одиссеи версии 4.0. Это важно для модернизации способа доставки контента и обеспечения того, чтобы различные элементы, такие как интерактивная сюжетная линия, продолжили расширяться по объему и качеству. Чтобы как можно больше игроков смогли познакомиться с новыми элементами повествования и геймплея. Мы намерены представить всем игрокам на ПК доступ к версии 4.0 без каких-либо дополнительных затрат. При этом обновление до Одиссеи останется необязательным. Ожидается, что это произойдет в течение нескольких недель после обновления 13, а более подробная информация будет опубликована ближе к тому времени. Чтобы понять, что будет доступно игрокам Горизонтов в версии 4.0 по сравнению с игроками Одиссеи, смотрите таблицу ниже, которая сейчас у вас у всех была перед глазами. То есть идет некоторое, в будущем, конечно, объединение Горизонтов и Одиссеи. Интересно, правда? А еще интересно то, как в Одиссее, друзья, у нас появляются геологические сигналы и биологические сигналы. Я говорю, в частности, про одну интересную систему HIP 36601, где мы фармим сырьевые материалы. Если это произойдет, то так, как мы фармили в Горизонтах, просто прилетая на сигнал, где гигантская куча этих кристаллов, и собирать их, видимо, не получится. Будет как в Одиссее. Поэтому рекомендую заранее зафармить материалы и заинженерить те модули и те корабли, которые вас сейчас интересуют. Потому что дальше, возможно, с фармом сырьевых материалов будут проблемы. Хотя, может быть, и не будут. Вообще, вся эта история с объединением Горизонтов и Одиссеи должна была произойти в сентябре прошлого года. Посмотрим, что будет. Но это еще не все, конечно же. Что касается того, как это повлияет на завершение саги об Азимуте, выполнение нашего обещания предложить наилучший возможный повествовательный контент требует полного использования преимуществ версии 4.0. Не знаю, кстати, с чем это связано. Может, что-то там будет вводиться интересненькое. Таким образом, игроки Горизонтов смогут стать свидетелями финального события в саге Азимут и получить доступ к соответствующим игровым сценариям, продвигаясь вперед. Все игроки на ПК будут иметь доступ к контенту на следующем этапе повествования, учитывая, что они используют версию 4.0 за исключением случаев, когда требуется пеший игровой процесс и, как следствие, Одиссея. Ну и спасибо вам, как всегда, за вашу постоянную поддержку и, пожалуйста, оставляйте любые отзывы или вопросы, на которые мы ответим. Да уж.
И еще одно кое-что довольно интересное. Если вы видели ту самую таблицу, вы заметили то, что э, новый СРВ Скорпион будет доступен для тех, у кого будут горизонты. Зачем это? С чем это связано? Я не знаю. Может, это как-то будет участвовать в контенте, который будет выходить. Может, все-таки наземные торгоиды в плане боевки не за горами. И люди, у которых будут горизонты, смогут просто настреливать с этой ТРПшки, но не смогут типа из нее выйти, как люди, у которых есть Одиссея. В любом случае, ждем этого, так сказать, объединения. И получается, будет один большой сервер, и люди все будут видеть друг друга, так сказать. А сейчас такое невозможно. Если у тебя есть горизонты, а у твоего друга Одиссея, он играет в Одиссее, ты в горизонтах, вы друг с другом не пересечетесь. Увидим, как это все будет у нас реализовано. Но это, как и было написано, через несколько недель после релиза 13-го обновления. То есть это будет, скорее всего, в сентябре. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры. Лайкосики, подписочки и все это прекрасное. В описании под видео будет ссылочка на плейлист по элиточке, где мы уже подходим к 800 видео по данной игре. Да, много я отснял и буду продолжать это делать по мере выхода нового контента, новостей и прочего, потому что отснято уже, практически абсолютно все, там, кроме реобзоров кораблей. Также будут и плейлисты по этой игре. В размере 20-25 штук там и обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, торгоиды, стражи и так далее, и так далее, и так далее. И новый плейлист по лору и сюжету в Elite Dangerous также там присутствует. В описании под видео будут еще ссылочки на социальные сети, такие как Трова, где проходят стримы, группа ВК, Discord серверы и Telegram-канал. И, конечно же, та самая ссылочка на мой Boosty. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра. Ну или сегодня на стриме, если он будет. А вообще, по идее, скорее всего, будет. В общем, до встречи.